Доброе утро. New Day. Мы живем в петле временной. Day 6, да? Six. Или какой сегодня? Six. 6? Это последний. Day 6. Предпоследний. Вот так вот мы живем, вот так красиво. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сумки забрали. Так что это нас радует, что сумки сегодня все-таки забрали. Вчера у нас не забрали сумки. И спасибо, Кать, большое. Спасибо тебе большое, что вчера ты взяла наши сумки. Они весят 3 миллиона килограмм, конечно. Но Катя у нас сильная и смогла их дотащить. Спасибо тебе большое, что отвезла и привезла. Кстати, для тех, кто захочет здесь участвовать, значит, у них такая позиция, что они сумки не из города, где находится старт. То есть вот мы, допустим, в прошлый раз мы жили в соседнем городе, потому что в этом городе не было никаких отелей и вообще мест, где можно остановиться. И вот из города соседнего они не отвозят сумки. А вот из города, вот где вот ты прям финишируешь, там они забирают сумки. Так что здесь у нас забрали сумки, все было кайф. Мы, поскольку живем в этом же городе. В общем, на финиш и на старт нам сейчас 800 метров ехать. Там приедем, подкачаемся, сдадим вещи и погоним 6-й день. Мы сильны как никогда. Леха? Нормально. Хорош. Посмотри, сними. Вообще просто тормоза. Тормоза Лехины. Перегрел. Парень тормозит сильно. Вот, здесь опять включает. Короче, сейчас нам надо пережить вот эту одну бурю, да? Брат, взял тебя. Брат, оценка, мордочка. Мордочка нормальная. Нормально? Да. Спал хорошо. Спал хорошо. Я могу сказать, что у меня мордочка тоже нормальная. Точно уже есть ощущение небольшой усталости. Усталость начинает накапливаться, но накапливается она вот с 4-го дня. Но в целом чувствую себя нормально тоже. Сегодня 125,7 километров. Из них 71,3 в зачет. Потом до 107 километра. То есть получается 36 километров не в зачет. 36 километров не в зачет. И потом еще получается 18 километров в зачет. 70 плюс 18. Получается примерно 90 километров в зачет. И сегодня все сделаем, будет красиво. Мы выспались, так что сегодня должны быть хороши. Но уже не просто. Всех обнял, всем хорошего дня. Our second last stage, leading to Lavamone. Enjoy your day. Group A on the way. Arrow. Autos. До конца горы 4 километра.
для истории. Леха, нельзя бросать так. Ты, понятно, в группе едешь, но опустился бы, дождался бы меня. Я не могу, группу не догоняю. Эй, б***ь! Нету уже сил. Не добираю я группу. 13 километров уже. 15 даже. Даже какие 15? 35-го. До 60-го. Это сколько? 25 километров. Херачу просто вовсю. Остановился бы. Подождал. Добрали бы группу вместе. Плюс 37. Плюс 37. Плюс, блин, 37. Начался второй подъем сегодняшнего дня, который идет не в зачет. Так что его можно подняться спокойно. Но набора 1500. Горка нелегкая. 43 километра до финиша. На 107-м начинается отсчет времени опять. Сейчас 82-й. То есть через 25 километров. Пользуясь случаем, я хотел бы передать привет Виктору Андреевичу из Валенсии, который смотрит наши ролики, поддерживает нас. Есть словом и делом. Является нашим хорошим другом и приятелем. Хорошего дня, Виктор Андреевич. А для всех, кто хочет поехать на Трансальп, я бы рекомендовал обращать внимание не только на подъемы какие-то тяжелые с градиентом 12-10, которые, возможно, люди, живущие в России, не ездят в основном. Вот, а еще бы я хотел бы вам обращать внимание, советовал бы вам обращать внимание на жару, которая сейчас достигает больше 30 градусов. Я бы рекомендовал искать себе саппорта какого-то, который на горах будет подавать вам лед, воду, поливать вас обильно. Потому что это очень достаточно важный пункт всей этой гонки. Вот. А мы тем временем едем вверх.
100-й километр. Сейчас идет спуск. И после него на 107-м начинаем. Группу собрали. Готовы к работе. Оп. Thank you, guys. На сегодня день был насыщенный, скажем так. Да, я улетел с маршрута Куда ты улетел? за пределы локации. Стратосферы. Да. На круге там не справился с управлением, у меня выбил руль, он вниз провернулся. Рел? Да, руки соскочили с тормозов, и я не смог на округе. Короче, я решил перепрыгнуть через бордюр и ушел в траву. Вот, маленький дамейдж. Слушай, ну не упал, получается. Как мешок с говном улетел. И так что потом начались проколы у меня вот. Так что, блядь, сегодня насыщенно было. Да. Понравилось? Сейчас я нормально, в процессе не нравился. И сейчас дождь начинается еще. Дождь начался. И холодно спуск. Ну, хорошо, что завтра последний день, я считаю, так. Юра, ну ты молодец. У просветленного Лехи берем интервью. Давай, да. Так, ну что хочется сказать. На самом деле, наверное, с точки зрения моего самочувствия, сегодня был самый лучший день. И причем это подтверждается показателями с часов с точки зрения там, пульса, вариабельности сердечных ритмов, сна и так далее. То есть, видимо, какая-то адаптация случилась. Ноготь. Вот. Да, поэтому чувствовал себя хорошо. Но, наверное, мордочка все равно будет уставшая. Мы, кстати, неправильно мордочки оцениваем. Мордочки оценивают твое состояние в конце. Вот, и все-таки мордочка у меня уставшая, то есть под конец я подустал. Вот, хотя, может быть, даже и нормальная. По усилиям, наверное, я ехал, ну, также 7-8, но это были как бы нормальные какие-то ваты. То есть, хотя всего одна гора была, и небольшая, ну, в которую работали. Вот, ну, короче, как-то так. У нас случился конфуз и недопонимание. Я бы, на самом деле, хотел тоже вот объясниться здесь, чтобы вы не думали про меня, что я крыса. Я не крыса. На самом деле... Но решение принято было, наверное, неправильно, хотя я потом тоже ехал, думал, если бы я сделал по-другому, было ли бы это правильно или нет. В общем, поинт был какой. То есть мы вместе заехали в гору, Марк помог мне заехать, и дальше поехал за километр до окончания горы на пункт питания. Вот, чтобы как бы на пункте питания мы вместе там поехали, чтобы никто никого не ждал. При этом пока мы поднимались, мы проговорили, что типа сейчас после этого нужно цепляться зубами за любую группу, короче, и ехать в этой группе, короче, как по максимуму, как это возможно, потому что есть прямая. Соответственно, в итоге я зацепился за какими-то двумя чуваками, мы проехали пункт питания, там стоит Марк. Тремя чуваками, там вас просто огромное... Не-не-не, когда мы проехали пункт питания, я там за двоими ехал. Ну, может быть, сзади там уже кто-то процепился. Огромное. Вот, но Человек 10 ехал. у меня передо мной было 3 человека всего. Вот я за ними 3 уселся, как бы вот мы с ними ехали.
Вот, и какие у меня были мысли? Ну, первые, там, допустим, там, не знаю, километра 2-3 у меня мыслей никаких не было, это просто как бы я сидел, там, приходил в себя немножечко. А потом я начал думать, типа, как бы надо спускаться, тебя подождать, или надо ехать дальше. И я принял решение ехать дальше, потому что я понял, что если я спущусь, то это будет просто так, что как бы я не смогу, мы не сможем добрать. То есть мы бы не смогли добрать, то есть у меня не было возможности и сил, ну, мне на тот момент, по крайней мере, казалось, ехать и покрутить там 350, 380, работать сменами, чтобы добирать эту группу. Потому что я решил, что, ну, типа, если я спущусь, это просто, короче, я сяду тебе на колесо и буду ныть, как бы, и мы по факту еще больше отстанем, потому что, как бы, я не смогу усидеть за колесе, потому что, как бы, ну, я пустой. Вот, поэтому я решил, что я буду просто пытаться выходить и тормозить группу. И, в принципе, все, что я делал, это я выходил на смену и старался вот максимально, сколько это возможно, тормозить эту группу. Ну, вот такую тактику я принял. Правильно ли это или нет, не знаю. Наверное, все-таки как бы в идеале, конечно, надо спускаться и надо как бы ехать вместе. Но это точно не потому, что я такой, типа, пошел, Марк, да, пик-пик, типа, я поеду отдыхать. Нет, это не так. Вот, ну, короче, да. Такое решение. Ну, такое решение было. Окей, бро. Вот. Спасибо. Есть еще что сказать? Да не. Ну, важный момент надо было проговорить. Все. Так, я рассказываю про свои ощущения. Я сегодня, если честно, мордочка моя вниз опущена, вот так, расстроена. Потому что я сегодня, для меня было тяжело. На самом деле, я думаю, что я наработался сегодня где-то на 8. Почему так получилось? Потому что вот как Леха сказал, да, мы обговорили, что типа нужно садиться в группу, и я поехал набирать бачки воды. Получилось так, что Леха пролетел мимо и в этот момент мне крикнул. И типа не было у меня возможности, а я стою бачки набираю. Не было у меня возможности как-то отреагировать и быстро как будто поехать. Я начал стараться их догонять. И, короче, на этом моменте я потратил все вообще силы. Я сначала догнал одного мужика в зеленом. Просто я еду, работаю, показываю этому мужику, выходи на смену, а он просто такой, нет. Решил он на смену не выходить. Короче, эту крысу просто я потом скинул через 4 километра, потому что просто, ну все, у нас был сначала спуск, но с него можно было работать. То есть я с него подкручивал, а мужик за мной сидел. Потом пошел подъем. Я мужику показываю, давай иди, он вообще не выходит. Я его потом в этот подъем просто, короче, очень интенсивно начал работать и просто его скинул, чтобы он сам ехал. Нафиг мне такие нужны пассажиры, сзади. Вот, ну и я, короче, вот этот вот, получается, 35 километров, из которых 5, наверное, было спуска, наверное, 30 километров, получается, я делал... Интенсивно очень ехал, прям очень-очень мощно давил, старался группу добрать. Всегда группу видел, но группа, конечно же, едет сама быстрее, чем один спортсмен, который даже работает и давит. Я думаю, что Лехе все-таки стоило опуститься. Мы бы тогда хотя бы вместе ехали. Причем еще на 70-м километре со спуска. То есть зачет идет по второму участнику. И то, что Леха, типа, уехал вперед, потом еще на спуске он лучше спускается. То есть он стоял, меня ждал, сказал, что 2 минуты. Чувак, я не спускался на спуске уже. На спуске я уже ехал вообще на... Так я-то все равно еду медленно. Медленнее, понимаешь? Потому что я тебя уже ждал. Весь спуск я тебя уже прям ждал. То есть я просто... Ну, то есть вы настолько уехали, что, типа, ты меня еще и на спуске ждал. Ну, то есть это бессмысленно было, вот это все. Что ты там сидел. В любом случае мы бы, получается, вместе бы быстрее доехали. Ну, наверное, да. 100%. И тем более зачет по второму участнику. Вообще не имело смысла, что Леха тогда уехал. А я... то есть ты уехал, а я потратил все силы, чувак. У меня все в конце, вот здесь, у меня уже не было сил. Просто не было, 0 сил. То есть я и не сэкономился, не подэкономился. И приехали мы медленнее. Ну, в общем, я где-то на 8, я так скажу, наработался сегодня. Но, что важно, из 40 минут, которые мы проигрывали, сегодня осталось всего 12 минут. Завтра будет последний этап, 67 километров. И этот этап мы заберем. И заберем свое, и 12 минут отыграем. Завтра 2 пункта питания на 67 километров. Я думаю, что мы не будем останавливаться нигде. Будем фигачить до самого конца. И сможем вырваться на 8-ю позицию.
Да, Люх? Давай еще раз. Нормально. Да, детка, да.